Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу показать вам свои пустышки за май месяц уходовой и декоративной косметики. На самом деле я даже думала не снимать в этом месяце такое видео, потому что пустышек у меня немного было за месяц. Но потом ради интереса я залезла на Wildberries и увидела, что все-таки средства, которые я закончила, оказывается, представлены и в России тоже, и большинство девчонок меня смотрят из России. Я подумала, почему бы нет, может быть, все-таки это видео будет вам, девчонки, полезным. Давайте начнем, наверное, с ухода и с ухода для тела. Брала я вот такую маску для стоп от Dermakill. Это турецкая марка, и я очень удивилась, увидев эту марку на Wildberries. Она теперь представлена там. И вот конкретно данного продукта нет, но я хочу поделиться с вами своим мнением. Мне эта маска не понравилась, я не заметила от нее никакого эффекта, потому что это носочки, они грели. Это не пилинг-средство, это средство с глиной. Оно должно было очищать, питать и увлажнять. Но на самом деле на следующий день мои стопы были такими же сухими, как и обычно, поэтому данное средство мне абсолютно не понравилось. Вообще Dermakill — это турецкий производитель, который специализируется на средствах, в составе которых есть глина. И если вы пользуетесь такими продуктами, как глиняные маски, то в принципе они у них достаточно бюджетные. Ну, не знаю уж, как будут после импорта в Россию, но тем не менее, в принципе, достойные средства. Мне некоторые от них нравятся, но не данный продукт. Данный продукт я не рекомендую, даже если он будет вам доступен. Далее у меня закончилась вот такая мицеллярная вода от Nivea. Это линейка Aqua Rose. Что хочу сказать, я приобрела ее случайно, мне срочно нужна была мицеллярная вода. Мицелляркой я пользуюсь только для устранения макияжа с глаз, потому что не люблю использовать бальзамы для снятия макияжа на глазах. И меня эта мицеллярка очень приятно удивила, она очень бюджетная, тут в Турции ее можно взять за 50 лир. Это примерно 180-190 рублей. Это очень достойное средство. Я знаю, что эта мицеллярка также представлена и в России, и вот именно с розой. Мне она понравилась, потому что очень мягко она удаляла макияж с глаз. И в следующий раз, когда я буду покупать мицеллярную воду, я обязательно приобрету опять вот эту мицеллярную воду. Она мне очень понравилась, и за 400 миллилитров мне очень понравилось качество. Глаза она не сушит и очень бережно относится к коже век. Хороший продукт. Далее у меня закончился вот такой вот увлажняющий гель от L'Oréal. Я также брала его в магазине у дома по какой-то акции за 50 лир. Тогда это было около 200 рублей. Я посмотрела, что это средство также пока представлено в России. Мне кажется, что L'Oréal со своими уходовыми средствами не будет уходить с российского рынка. Мне понравился этот гель. Вы знаете, у меня до этого в использовании был гель с кактусом от Bosque, по-моему. Вот он стоил 700 лир, то есть там сколько получается? Почти 3000 рублей. Ну, не знаю, разницы я не заметила. У меня жирная кожа, и мне очень нравилось, как он увлажнял. Приятное от него было такое какое-то освежающее ощущение. В общем, мне гель понравился, неплохой абсолютно, тем более за такие деньги. Далее у меня закончились вот такие патчи для глаз от Kiss Beauty. Вообще, это китайский производитель, это очень бюджетные патчи. Я брала у них патчи, по-моему, они стоили примерно 70 лир. Это, ну, около 280 рублей. Вы знаете, я так удивилась. На самом деле, я нашла эти патчи на Wildberries. Стоят они около 200 рублей, и от них очень хорошие отзывы. И я действительно могу подтвердить, это очень хорошие патчи. В них достаточное количество увлажняющего компонента. Они сами по себе очень плотные. То есть вот эта вот гидрогелевая основа, она не тонкая, не высыхает в такую неприятную пленку. Это нормальные, хорошие, качественные патчи. Если каких-то проблем с зоной под глазами особых нет, а просто нужно убрать какую-то припухлость или отечность утреннюю, это очень хорошее средство, пускай даже для ежедневного применения. Мне кажется, за такую цену
это может быть ежедневной рутиной, ну, 200 рублей. Камон, вы посмотрите, девчонки, о них очень хорошие отзывы. Также закончила я вот такой скраб для губ. Это скраб от Revolution. Коллекция была с сериалом «Друзья». Здесь также было масло для губ и вот скраб для губ. Такие средства я не использую. То есть оно казалось для меня неприменимым. Я пользовалась, пыталась как-то его израсходовать, но не нужны мне скрабы для губ. Я просто использую бальзамы, и губы у меня не шелушатся. Поэтому вот эту штуковину я просто извела на локти и колени. Вот, вообще скрабы это не мой продукт, я ими не пользуюсь. И, ну, классно эта штука пахла, но оказалась абсолютно бесполезной. Я просто ее вывела, чтобы хоть как-то она закончилась и не болталась, потому что приобрела я ее еще осенью. Ну, больше полугода штука была открытая. Закончилась, и слава богу. Также у меня был вот такой крем от марки Fresh. Это крем с розой, и он полностью оправдывает свое название. Это действительно глубоко увлажняющий крем. Это очень плотный, питательный, густой крем с такой плотной консистенцией. Вы знаете, он мне подошел на ночь. Я, хоть и жирнокожик, я такие средства глубоко питательные, то есть которые мне по консистенции не подходят на день. То есть вот, например, как это средство гелевое, мне прекрасно было на день, мне днем не нужно никакое ни увлажнение, ни питание. А ночью я вот выбираю такие плотненькие штуки, и даже если я просыпаюсь, и мое лицо блестит как блин, зато я знаю, что крем ночью потрудился, попитал мою кожу и что-то там поделал с ней. Мне понравилось. Запах, очень интенсивный запах розы. Если, девчонки, кому не нравится вообще вот эта вся линейка от Fresh с розой, она просто дико вонючая, но я по прошествии какого-то времени начала любить запах розы. Наверное, это уже старость ко мне пришла. Не знаю. В общем, я осталась этим средством довольна. Единственное, что, конечно, марка Fresh далеко не бюджетная. Я покупала, по-моему, это крем в составе набора на Черную пятницу. Не помню, сколько он стоил, но это очень недешевое средство. Также у меня закончился очередной лак от Flormar. Вы знаете, я удивилась. Я нашла лаки Flormar на Wildberries, они, оказывается, продаются, стоят около 70 рублей. Я вам не советую эту марку лаков. Дело в том, что лаки Flormar, это вот он у меня сейчас на ногтях, на коротких ногтях, как мои. Такие лаки носятся, ну, дня 3 без сколов, при том, что я занимаюсь хозяйственными делами. Но дело в том, что они очень быстро загустевают, поэтому если вы такой лак открыли, то где-то через месяц-два готовьтесь его выбросить. Именно поэтому, если я покупаю Flormar, то только из-за цвета, которым я знаю, что буду пользоваться прямо сейчас, месяц им попользуюсь, и он засохнет. То есть вот я буквально месяц сделала им маникюры, все, лака здесь уже вот столько, и он уже не набирается, он густой, тянется. Разбавлять этот лак бесполезно, потому что потом он становится таким, знаете, неприятно матовым на ногтях. То есть бывают такие лаки, которые после того, как разбавишь, пользуешься ими, они высыхают, и больше покрытие у них не глянцевое. Вот поэтому я таким не заморачиваюсь, он загустел, и все. Он летит в мусорку. Здесь, в Турции, такие лаки стоят 15 лир. Это, дайте посчитать, около 50-60 рублей. Ну, примерно столько же они стоят в России. Но я говорю, это лак, ну, не однодневка, но вот просто месяц-два месяца у него будет срок годности. Мне кажется, можно купить какой-то лак более достойного качества. Также у меня закончилась, как я и говорила в отчете по Project Pen, тушь от Golden Rose в синем оттенке. Она уже начала делать комочки мне на глазах, и я не стала тоже с ним мучиться. Там еще есть продукт, но так как она загустела, то уже некрасиво лежит, склеивает ресницы. Вообще, что я поняла по тушам Golden Rose, они очень нестабильны. У меня было много тушей от них, потому что это турецкий производитель, очень бюджетные туши. И я постоянно беру всякие разные. И вы знаете, даже у меня было 2 одинаковые туши разных партий, и у них было разное качество. Поэтому также я для себя поняла, что цветные Golden Rose мне категорически не нравятся. То есть я буду, если что-то брать, я буду продолжать их брать, потому что они очень бюджетные, и все равно выгодно получается их покупать.
но я буду брать только черные. Вот, поэтому цветные туши от Golden Rose я также не советую. Ну и как я уже говорила, тоже в отчете по Project Pan, в косметическом мусоре у меня в этом месяце 3 помады от Ofra. В свое время это были очень популярные помады, ну очень-очень давно это было. Я их брала по очень хорошей цене. Это хорошие помады, но сейчас я бы их брать не советовала. Я видела, что некоторые байеры предлагают новые такие помады, стоят они около 2 с лишним тысяч рублей. Девчонки, они того не стоят. Сейчас очень много помад матовых в жидкой формуле, в современной формуле, тоненькой, которая не будет сидеть поверх губ очень плотно. А вот эти помады, я их считаю уже немножко устаревшими и советовать вам не могу. Хотя у них есть очень большое преимущество, губы они не сушат, в отличие от помад их поколения. Но, как я уже говорила, в современной косметической индустрии очень много современных вот таких новых формул, которые будут и лежать на губах естественнее, и сушить губы не будут. Поэтому, ну, как бы я не советую. Хотя раньше это был очень популярный продукт. Собственно, вот и все мои небольшие пустышки за май месяц. В июне пустышек декоративной косметики будет намного больше. И я все-таки думаю, что буду снимать видео про пустые баночки, потому что я на самом деле удивлена. Еще полгода назад, когда я проверяла наличие некоторых средств на Wildberries, Озон я почему-то не рассматриваю, не было представлено в таком количестве именно турецких марок. Не было ни лаков турецких, не было ни Golden Rose в таком количестве. Сейчас огромный выбор тушей, например. Не было марки Dermakill представлено вообще. Я знаю, что все-таки привозят Revolution в каком-то более-менее адекватном наличии, да, поэтому я удивлена и считаю, что если я буду видеть, что у меня заканчиваются те продукты, про которые я могу с вами поделиться, и отзыв будет полезен, то, скорее всего, я все-таки буду снимать эти видео про пустые баночки. Ну, а вам, девчонки, спасибо за сегодняшний просмотр, спасибо, что это видео посмотрели. Я желаю вам прекрасного настроения, отличного самочувствия. Всем пока-пока!